привет, друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем канале. И хотим представить вам новый видеообзор свежепригнанной швейцарской машины Volkswagen Touareg. 2012 год, 3-литровый V-образный мотор, 8-ступенчатый автомат, коробка, 245 лошадиных сил, 165 тысяч оригинального пробега, абсолютно аутентичное состояние, супер состояние, ничего нигде не кручено, никаких вмешательств нигде не было, все по оригиналу, все шильдики, бирочки, болтики с оригинальными пломбами, все стоит по своим местам. Ну и конечно же это полностью обслуженный автомобиль, потому что в 2021 году он прошел инспекцию, соответственно имеет возможность выходить на трассу. Автомобиль растаможен, сделан по нему сертификат, изготовлен, и в принципе есть полный комплект документов для постановки его на учет на нового владельца. Теперь что по комплектации. Видим, комплектация здесь уникально высокая, топовая. Память сидений, центральный замок полный, электроскладывание зеркал, регулировка с подогревом, доводчики стекол, конечно же, все 4, локеры детей, отдельно левая, правая сторона по задней сидушке, все датчики дождя, света, все здесь по ней присутствует, фуловый бортовой компьютер со всем набором функций. Также есть ассистент слежения мертвых зон. За мертвыми зонами слежения видим отдельно, вот он стоит. Руль, вот видим в каком состоянии, не затерт, аутентичен, не красился. В машине 165 тысяч оригинального пробега, подчеркиваю, никто ничего не скручивал, не имеем такой практики абсолютно. Есть пакет навигация, адаптирована под Украину, работает, и это большой плюс. Камеры 360 круговую, то есть есть 4 камеры, которые помогают нам парковаться. Обзорность всех зон, лево-право, зад-вперед. И плюс, что немаловажно, поворотные линии для удобства паркования, тоже хорошая вещь, особенно поначалу, попервой, пока к машине, скажем так, еще не привык и хочется корректно себя вести при парковании, парковке. Отдельно двухзонный климат-контроль раздельный, подогрев сидений, конечно же, есть здесь. Также есть автономная печка, отдельно регулируется с блока управления, центрального блока управления климат-контролем. Автомобиль на пневмоподвеске, видим. Есть режимы бездорожья, езды по бездорожью, регуляция подвески в разных уровнях и, конечно же, регулируемый клиренс, который технически может регулироваться от 140, по сути, как обычная легковушка, до 300, как, скажем так, серьезный, очень серьезный внедорожник для преодоления соответствующих препятствий при необходимости. Функция автозатемнения зеркала заднего вида есть. Наличие панорамы. Очень комфортный бонус. С одной стороны, можно ее открыть, и это будет просто приятно с точки зрения увеличения освещения, пасмурный день особенно. С другой стороны, при езде ночью это приятное созерцание звезд, действительно классно, круто. Ну и однозначно для любителей больших люков в этом автомобиле люк поистине действительно огромный. Можно кайфовать, особенно летом. Сетка, как и во всех автомобилях, с люками большими, да и небольшими тоже. Классно.
Никаких посторонних звуков, рыпов, ничего при открытии и закрытии нет, как слышим. Все работает корректно. Шторка закрывается мягенько, плавненько, без затираний, без ничего. Ну, опять же таки, это швейцарская обслуженная машина, поэтому все так хорошо в ней. Состояние сидушек видим. Здесь опять же таки ничего не затерто. Все в очень таком хорошем сохраненном состоянии, не разорвано. К сожалению, часто в этих автомобилях такое небрежное отношение к салону приводит к тому, что салон приходит в такое очень некрасивое состояние. И если правильно, опять же таки, не ухаживать, то все затирается, ухудшается внешний вид. Ну и, в общем-то, тяжело потом это поправить. Сзади есть оригинальная тонировка. Плюс вот такие дополнительные шторки, которые достаточно полезная штука, потому что уменьшает попадание солнечных лучей, соответственно, меньше нагревается салон. Регуляция сидений. Есть в центральной консоли есть подлокотник и 2 подстаканника, выдвигается. Что характерно по этому автомобилю, в принципе, большинство не имеет, к сожалению, этого. Это наличие заднего климат-контроля, опять же таки раздельного. Подогревы сидушек здесь есть, отдельно регуляция температуры для левого и правого пассажира. Ну и дополнительно разъем, такая розетка для зарядки. Конечно же, есть продув задних ног, отдельно есть лицевой продув, на картах стоит. Сидушки складываются, регулируются, все это есть, отъезжает она, имеются ласки подвижные тоже, это все в ней есть, это все работает, это все присутствует. Состояние проема по задней левой стороне видим. Автомобиль на больших, красивых, оригинальных титановых дисках. Это тоже большой плюс. Дополнительная комплектация. Что у нас по заднему отсеку? Видим состояние задней карты. Грузов машина, видно, не возила явно. Те, кто знает, то Реги имеет вот такую вот функцию подъема для погрузки, удобства погрузки багажа. Шторка отодвигается, ну и, конечно же, она полностью складывается при необходимости и вытаскивается. Есть кнопки регуляции спуска подъема задних сидушек. Также здесь можно регулировать высоту под погрузку, то есть спускать и опускать машину. И есть электрический домкрат. Состояние новое, его явно не использовали. Оригинальная розетка там тоже установлена, это тоже, скажем так, приятный момент. В машине по багажнику присутствуют оригинальные зацепы, такие вот крючки для погрузки. Здесь натягивается сетка при необходимости для удержания покупок, чтобы не ерзалась, не ездила. Конечно же, в машине есть в задней нише ремкомплект колеса, домкрат в сумке отдельно лежит, и есть оригинальная жидкость для заполнения колеса в случае прокола, буксировочный крюк и компрессор. Это все, что необходимо для быстрого ремонта в дороге при необходимости. В машине есть электродоводчик багажника. Хорошая функция, приятная и при открытии, и при закрытии автомобиля, существенно помогает. По задней правой карте состояние тоже видим отличное, оригинальное. Вот нету потертости, ничего такого. С левой стороны состояние по сиденьям тоже видим отличное. Задняя правая арка, ниша, передняя правая карта, пассажирская. Тоже видим состояние без повреждений. Сиденье в отличном состоянии. Торпеда по правой стороне тоже супер. Ну, как видим, в машине есть оригинальные вставки по дереву. Вот такой вот общий вид автомобиля. Что характерно, хочется отметить по данному экземпляру. Здесь стоят биксеноновые линзы. Ближний, дальний свет на ксеноне.
регуляция высоты и угла наклона фар. Очень примечательным и характерным есть тот факт, что несмотря на большой объем автомобиля, 3 литра дизельных, у него очень умеренный аппетит. Расход реально по трассе, в случае, если скорость движения не превышает 120, 110, 120 километров, составляет в районе 6,5 до 7 литров, в зависимости от того, как часто и интенсивно проводить обгоны. Это огромный плюс, я считаю. По городу в среднем получается в районе 8-9 литров, не более того. Итак, друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Возможно, будут какие-то комментарии, мы с удовольствием на них ответим. И всем удачи, успехов и здоровья!